Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер и налоговый консультант. И сегодня я хочу поговорить о двух вещах, которые очень важны для наемных работников. Это возврат налогов и ТУ-МАС. Начнем с возврата налогов. В Израиле, на самом деле, об этом очень много публикуется, люди переплачивают налоги суммарно в годовом эквиваленте миллиарды шекелей. Вот. И в основном это наемные работники. Почему так происходит? Потому что если наемный работник переплатил налог и в течение 6 лет не подал на возврат налога, то, соответственно, этот налог, то есть эти деньги для него пропали. Поэтому для наемного работника очень важно проверить, действительно полагается ему возврат налогов и подать на возврат налогов. Значит, когда очень важно проверить возврат налогов. Существует несколько вещей с очень большой вероятностью, то, что наемному работнику полагается возврат налогов. Например, если часть года он работал, часть года он не работал. То есть, например, случай 2020-2021 год, очень и очень многим наемным работникам полагается возврат налога по той простой причине, что они были в халат, получали битух леуми, часть года работали, часть года не работали. Значит, существует случай, когда человек работает на 2 или более работах одновременно. Вот, я поговорю о том, что ему нужно делать ТУ-МАС, но на самом деле в этом случае тоже существует очень высокая вероятность, то, что наемному работнику полагается возврат налогов. Существует также много других случаев, когда наемному работнику полагается возврат налогов, например, то есть когда человек платит машканту, у него есть битух хаим, страхование жизни, вот, и так далее. То, когда он дает пожертвования, много-много других случаев. Поэтому я рекомендую всем наемным работникам обратиться к специалисту и проверить, действительно полагается ли вам возврат налогов, чтобы не прийти к ситуации, что прошло 6 лет, и вы уже налоги, которые вы переплатили, вы не можете получить их обратно. Второй момент, что такое ТУ-МАС? ТУ-МАС должен делать наемный работник, который работает одновременно на 2 и более работах. То есть на самом деле положение такое. То есть если есть два источника дохода, причем это не идет речь о бизнесе, это идет речь о, как правило, 2 работах, либо одной работе как наемным работником и, скажем, пенсии, то человек обязан по закону сделать ТУ-МАС. Значит, если он не делает ТУ-МАС, то, соответственно, он приступает закон и, соответственно, возможны всевозможные санкции. Значит, в чем заключается в ТУ-МАС, что либо человек обращается в налоговые органы, либо делает это через личный кабинет, либо обращается к специалисту, и каждая из этих работ, в которой человек работает, то ему дается разрешение от налоговой, сколько снимать налогов. После того, как он сделал ТУ-МАС, значит, соответственно, он чист перед законом. Но, с другой стороны, важно сказать, что ТУ-МАС сделать точно абсолютно невозможно. И поэтому, то есть в случае, когда существует ТУ-МАС, то человек либо переплачивает, либо недоплачивает налоги. Вот, и поэтому, то есть как я говорил уже, очень и очень рекомендую действительно проверить и действительно посмотреть, полагается ли вам возврат налогов. И, значит, с вами был Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер, налоговый консультант. Я вам очень рекомендую проверить и не переплачивать налогов. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии.
Всего доброго и шаббат шалом.